Почти все дома в Северной Америке каркасные, и современные дома настолько герметичны, что без системы принудительной вентиляции просто не обойтись. Она обеспечивает свежим воздухом и защищает не только от углекислого газа, но и от коварного радона, который несет серьезные риски для здоровья. В этом видео покажем, как мы организовали систему вентиляции в нашем доме, какие устройства мы используем и во сколько нам все это обошлось. Всем привет! Меня зовут Ирина, добро пожаловать на канал. Здесь я рассказываю о нашей жизни в канадском лесу. К сожалению, на улице сейчас очень много мошкары, поэтому записываю это приветствие из дома. Если вам интересна жизнь за городом, стройка и DIY, присоединяйтесь к нашему сообществу. Ну а сейчас про то, как не задохнуться в канадском доме. Краткая предыстория. В 2022 году мы купили недостроенный дом в лесу в провинции Новая Шотландия. Мы сами делали всю внутреннюю отделку, включая утепление и вентиляцию. Наша система не совсем стандартная, и сегодня я покажу, как мы ее модифицировали, что добавили и как она у нас работает. Итак, сердце местной системы вентиляции – это, конечно же, HRV, что расшифровывается как Heat Recovery Ventilator – вентилятор, который восстанавливает тепло. По-русски его называют воздухообменник с рекуперацией тепла. Вот как это устройство выглядит изнутри. Для тех, кто не знаком с этой системой, вкратце объясню, что здесь и как. Все довольно просто. По своей сути, это стальной или алюминиевый короб, в который встроены два вентилятора. Один вытягивает воздух из дома, второй подает свежий. Оба потока проходят через так называемое ядро. Это такой куб, в данном случае из полипропилена, внутри которого сделаны изолированные каналы. За счет этого потоки не смешиваются, но обмениваются теплом. Когда холодный воздух с улицы проходит через этот куб, он нагревается за счет того, что теплый воздух из дома отдает часть своего тепла. Отсюда и такое название – вентилятор, который восстанавливает тепло. Установили мы этот модуль вот на такую полочку с виброизолирующей подкладкой. Раньше он был установлен в другом углу и висел на цепях. Но из-за деревянных перекрытий вибрация сильно передавалась по дому, поэтому соорудили вот такую конструкцию. Но обычно их подвешивают к потолку. От воздухообменника по всему дому в стенах идут каналы, вот так они выглядят. Внутри находится пластиковая гофра, которая обмотана утеплителем и отражающим материалом. Ну и сверху все это закрывается герметичной крышкой. Пока в подвале у нас ничего не зашито, покажу, как эти каналы идут в стенах и потолке. На концах устанавливаются вот такие выходы, которые при необходимости можно открыть или закрыть. А сейчас расскажу, как мы модифицировали стандартную систему. Обычно она выглядит так. Здесь я схематично изобразила дом с различными зонами и каналами для потоков воздуха. Стандартно свежий воздух подается только в так называемые чистые зоны, то есть спальни и гостиные. А застоявшийся воздух и влага удаляется из грязных зон, как, например, кухня, ванная комната и прачечная. Причем входящего воздуха по объему должно быть чуть больше, чтобы в доме создавалось избыточное давление. Таким образом, свежий воздух перемещается по дому из чистых зон в грязные, а из-за позитивного давления застоявшийся воздух выталкивается из дома через различные мелкие щели. А теперь как сделали мы? У нас в каждой комнате не только приточные каналы, но и вытяжные каналы. Вытяжные каналы в спальнях обычно закрыты, но их можно открыть в любой момент, если хочется сделать дополнительное проветривание. В ванных комнатах тоже по два канала, там открыты оба, так чтобы свежий воздух тоже поступал. Эти дополнительные каналы добавили стоимости, но, на наш взгляд, система стала гораздо более гибкой. Кухня у нас совмещена с залом, и в этом помещении вот такой высокий кафедральный потолок. Со стороны кухни у нас вытяжные каналы, со стороны зала приток свежего воздуха. И сверху есть еще дополнительная вытяжка, которая работает на случай задымления, если, например, что-то на плите сгорело. И эта принудительная вытяжка сверху включается при помощи отдельного выключателя. Вот этого. Она включилась и выключили. Так, управляем системой вот с такого модуля. Здесь есть разные режимы. Можно выбрать разные скорости вентиляторов. Можно сделать так, чтобы система работала 20 минут и 40 минут была выключена. Также можно настроить уровень влажности. У нас система работает всегда, но на малой скорости. В принципе, этот режим рекомендован производителем
как оптимальный. Как я сказала, здесь есть встроенный датчик влажности. Можно настроить так, чтобы вентиляторы включались на высокую скорость при достижении определенного уровня и удаляли лишний влажный воздух из дома. Каждый режим, соответственно, потребляет разную энергию. Ну вот тут у нас еще есть отдельный датчик влажности, и показания, как видите, совпадают. Надо сказать, что при работающем воздухообменнике и электрическом отоплении зимой воздух в доме становится очень сухой. Поэтому в спальне мы используем дополнительный увлажнитель воздуха. Да-да, получается прямо как утюгом холодильник греть. Но зато не запотевают, не леденеют и не плесневеют окна, потому что при выключенной вентиляции было вот так. Вот я сейчас открыла окно, там внутри все во льду. Потому что здесь постоянно все запотевает и течет вода. Еще один важный момент для обеспечения здорового микроклимата – это удаление радона. Радон – это радиоактивный газ без цвета и запаха, который может накапливаться в доме. Является канцерогеном, поэтому важно следить за его уровнем. Новая Шотландия, по сути, расположена на гранитной скале, и в породе очень много урана, который и является источником радона. Поэтому здесь почти везде рекомендуют тестировать дома и ставить системы отвода. При новом строительстве по текущему строительному коду сразу делаются закладные под такие системы. Я заморочилась этим вопросом в 2024 году и провела тестирование. Тесты рекомендуется делать во время отопительного сезона, так как именно в холодное время года наблюдаются большие концентрации радона. Из-за разницы давлений нагретый изнутри дом буквально втягивает этот газ из земли. По канадским нормам допустимый уровень радона 200 беккерелей на метр кубический. Если концентрация превышает это число, то рекомендуется устанавливать систему отвода. Однако в рекомендациях говорится, что никакой уровень радона не является полностью безопасным, поэтому чем меньше это число, тем лучше. Поскольку естественный радиоактивный фон вне помещений в среднем составляет где-то 15-30 беккерелей на метр кубический, то если удается достичь уровень до 100 беккерелей в доме, то это уже считается хорошо. Я начала тестирование в январе 2025. В библиотеке можно бесплатно арендовать электронный датчик на несколько недель для краткосрочного тестирования. Параллельно заказала датчики для долгосрочного тестирования, которые оставила в бейсменте и в спальне на первом этаже почти на 4 месяца. В итоге, по результатам 4-месячного тестирования, на первом этаже уровень радона был 174, а в бейсменте 252. Все указывало на то, что система отведения нужна. Хорошо, что еще в декабре 2024 Серега начал заниматься ремонтом на цокольном этаже. И когда долбил пол под канализацию для ванной, сразу установил закладные трубы под радон. Итак, как эта система работает? Под бетонный пол подвала заводится пластиковая труба. Под нижним концом трубы должна быть небольшая полость, чтобы между трубой и гравием оставалось небольшое пространство. Далее на эту трубу устанавливается специальный герметичный вентилятор, и затем труба выходит на улицу. Таким образом, эта система откачивает радон из-под дома, что предотвращает его накопление в помещениях. Закладных трубы у нас 2, но пока установили только один вентилятор для эксперимента. Можно заказывать установку этой системы у сертифицированных подрядчиков, и это будет стоить несколько тысяч $. А можно купить трубы и клей в магазине, вентиляторы на Амазоне и установить все самостоятельно. Вот так, кстати, выглядит датчик измерения радона. Он показывает результат измерения за 1 день, за 7 дней и усредненный результат долгосрочного измерения. Еще в ноябре 2025 года вот этот краткосрочный результат показывал 500 беккерелей в бейсменте, но когда мы установили систему отвода, уровень радона упал до 100 беккерелей. И это при одном работающем вентиляторе. Если установим 2 вентилятора, то, соответственно, уровень будет еще меньше. Ну и плюс у нас работает HRV, система вентиляции постоянно, что тоже снижает уровень радона. А вот это, кстати, датчик, который лежит у нас в спальне на первом этаже. Как видите, показания здесь за 1 день и за 7 дней в пределах естественной радиации. Среднее долгосрочное показание 56 беккерелей на метр кубический. И вот как это все выглядит снаружи. Вот здесь у нас выхлоп HRV. Это труба для вывода радона. В идеале она должна быть выше уровня крыши, но пока мы не стали этим заморачиваться, не стали прорезать крышу,
Все равно это окно мы не открываем, так что пока и так сойдет. Так, это вид с другой стороны, это вывод радона, выхлоп HRV, а забор воздуха у нас вот здесь находится за углом, отдельно от всех выхлопов. Итак, сколько все это стоит? На всю систему вентиляции в 2022 году мы потратили около $5000. Сам модуль HRV достался нам по достаточно низкой цене, поскольку я тогда работала в компании, которые их производят, и мне сделали хорошую скидку. Но, с другой стороны, у нас ушло больше денег на каналы, поскольку мы установили их больше, чем требуется. Наша модель воздухообменника потребляет от 50 до 90 Вт в зависимости от режима, то есть максимум около 2 киловатт в день, что на сегодняшний день стоит 40 центов, то есть где-то примерно $12 в месяц. Система отведения радонов стала нам примерно в $1200, примерно $300 ушло на вентиляторы, $500 трубы, фитинги, клей, 350 за 2 датчика радона, которые я тоже сюда включаю. Один вентилятор потребляет 75 Вт, то есть около 35 центов в день. И 2 работающих вентилятора будут стоить нам где-то $20 в месяц. Если заказывать такую установку на стороне, то, как я уже говорила, это будет стоить около 3-5 тысяч долларов, в зависимости от сложности системы, но мы сделали все сами. Что ж, вот так устроена наша вентиляция, работает достаточно эффективно и со своими основными задачами справляется. Делитесь в комментариях, как устроена вентиляция в вашем доме, тестируете ли воздух и заморачиваетесь ли по этому поводу. И у меня к вам будет еще одна просьба. Напишите в комментариях, какие темы были бы для вас интересны. Может быть, что-то, что я могу записать просто перед камерой, поскольку монтаж таких видео занимает достаточно много времени, но хотелось бы выпускать контент почаще. Спасибо за просмотр, и вот еще пару роликов о том, как мы покупали наш дом.